Чувство одиночества знакомо каждому из нас, и оно всегда переживается нами очень болезненно. Мы постоянно терзаем себя надеждой, желаниями и воспоминаниями, многие из которых причиняют нам боль и страдания. И в такие моменты нам кажется, что мы – самые несчастные люди на этой планете. Но это лишь потому, что мы знаем только самих себя. Когда же дело касается других людей, тут наше восприятие очень ограничено той публичной отредактированной информацией, которую люди решают нам показывать. А все подсказки, намеки не всегда понятны и мало говорят нам о реальной жизни другого человека. В результате же мы всегда думаем о себе хуже, чем у других. Что мы странные, тревожные, что нам есть чего стыдиться, в отличие от других идеальных людей, которыми мы окружены. И что вот таких странных, какие мы есть, никто не захочет узнать и полюбить. А ведь на самом деле мы не такие уж и странные. Просто мы знаем о себе гораздо больше, чем о других. Но в результате этой психологической асимметрии мы ощущаем одиночество и застенчивость, чувствуем себя изгоями в мире чужаков, не понимая, что другие точно так же тоскуют, испытывают желание, завидуют и ненавидят, жаждут и плачут, как и мы. Именно поэтому мы стесняемся, легко пугаемся людей, которые, как нам кажется, не имеют той же ранимости и тех мелочных, извращенных или идеалистических мыслей, которые постоянно возникают в нашей голове. Если нам удается добиться высокой должности в работе, мы чувствуем себя самозванцами, которые со всеми своими причудами недостойны занимать это место, на котором раньше сидели такие замечательные люди. Мы учимся быть обычными и скучными, подражая поведению других. Ведь нам кажется, что все остальные именно такими внутри и являются. Для решения психологической асимметрии у нас есть два пути – искусство и любовь. Искусство дает нам точное представление о внутренних переживаниях других людей. Оно с особым изяществом и шармом демонстрирует, сколько общего у нас с автором в проблемах и мыслях, которые мы раньше считали своими уникальными. А любовь дает нам редкую способность открывать другому человеку, кто мы есть на самом деле, а также, находясь в безопасной близости с ним, узнавать о реальности этого человека. Чтобы преодолеть психологическую асимметрию, нам необходимо верить, особенно при отсутствии видимых доказательств, что другие, скорее всего, очень похожи на нас, что они гораздо более застенчивы, напуганы, беспокойны и несовершенны, чем те образы, которые они демонстрируют окружающим. Так что ни один из нас не является более странным или одиноким, как мы того боимся.